Раньше звучало лучше. Теперь техника не та. Цифровой звук стал хуже старого доброго аналога. Мол, уши уже не так слышат. У меня устарела техника. Теперь музыка плохая. Не то, что раньше. Кругом шум и шумы. Попробуем разобраться, друзья. Почему же все-таки ваша система не играет и почему звук не цепляет? Давайте мыслить категориями частоты, энергии, вибрации, как говорил Тесла. Почувствуем высшие вибрации. Друзья, привет! И сегодняшний аудиоподкаст мы посвятим музыкальным системам воспроизведения. Почему система не играет? Что я делаю не так? Почему звук не цепляет? Что мне сделать так, чтобы заиграло и получать удовольствие от прослушивания любимой музыки? Эти вопросы задают себе так или иначе все люди, которые слушают музыку или участвуют в ее создании. Можно, конечно, погрузиться в чисто техническое воспроизведение и разделить звук на три составляющие. Частоту, которая связана с длиной волны, диапазоном частот и спектром. Энергии, которую описывал, можно сказать, Эйнштейн, E равно mc квадрат, которая связана, конечно же, в первую очередь с современными характеристиками и со скоростными характеристиками. Ну и вибрация. Так что же такое вибрация? Это загадка, друзья. Частота это нет, энергия это нет, скорость нет. Колебания чего, кого, чем? Давайте выясним, что же является основой хорошей системы. Что такое скорость нарастания сигнала, я не буду рассказывать. Демпфер-фактор, добротность АЧХ и прочие тонкости мы сегодня не будем обсуждать. Мы будем обсуждать суть самой музыкальной системы. Мы будем обсуждать такие интересные аспекты, как эффект дежавю при прослушивании, эмоциональная составляющая, чувства. Как же сделать так, чтобы моя система заиграла? Если вам все это интересно, слушайте и больше слушайте. И мы сегодня не будем распинаться долго. Я сделаю короткие тезисы, которые наверняка вас, может быть, заставят вас задать себе вопрос, что я делаю не так. Может быть, вы уже прошли этот большой опыт и, может быть, вполне вероятно, найдете для себя что-то новое. Итак, давайте приступим. Для начала я представлюсь. Меня зовут Олег. Я практически всю жизнь занимаюсь созданием систем аудио. Сделал множество систем нового типа, в том числе ламповые кинотеатры, в том числе экспериментальные системы с так называемым коридорным эффектом. Экспериментировал с кабелями, и я, несомненно, благодарен вам, друзья, за то, что вы заинтересовались этой темой. Я знаю, что многие люди смотрят мои видео про кабели, смотрят практически каждый день, смотрят подолгу. И для таких людей я предлагаю вам, во-первых, следить за каналом, для этого подписаться на него, поставить колокольчик, потому что видео по этой тематике я выпускаю крайне редко. И вполне возможно, что у вас возникнут вопросы. Вы их можете задать в моем телеграме. У меня есть несколько каналов, мы о них поговорим чуть позже. Ну и кроме того, людей, которые задают себе вопросом, как сделать самому свою собственную систему или домашнего кинотеатра, или стерео, и сэкономив большое количество денег, ресурсов, не обладая какими-то обширными знаниями, вы можете обратиться ко мне в личку в Telegram и записаться на консультацию. Давайте погнали. Неправильный выбор компонентов. Это первый пункт, который я поставил при создании этого ролика. Именно этот выбор позволяет вам определить дальнейший ваш интерес к стерео, к хай-фаю, хай-энду, как угодно назовите. И здесь нужно руководствоваться очень простым правилом. Компоненты должны быть пригодны для вашей задачи. А задача у вас слушать музыку или через акустические системы, так называемые колонки, или через наушники, вне зависимости от того, какие вы источники используете. Магнитную ленту, виниловые проигрыватели, цифровые источники на серверах, удаленное облачное хранение, специальные сервисы высокого разрешения, Spotify и прочие, SoundCloud. Ну и, конечно, компакт-диски, видеоисточники всевозможных носителей. При подборе компонентов, при выборе компонентов нужно руководствоваться очень простым правилом. Не надо запрягать лошадь позади телеги.
Или таким примером, как, например, при покупке автомобиля, вы сначала покупаете автомобиль, а потом уже к нему покупаете колеса. Не надо к колесам подбирать автомобиль. Именно эту ошибку осуществляют люди, которые сначала покупают железо, усилители, источники. Ну, источники в меньшей степени, а усилители, и к усилителям подбирают акустику. Эти граждане, эти меломаны надолго застрянут в подборе, поскольку практически это сделать невозможно. Подбирать к железу акустику – это очень неблагодарное дело. Так в чем же заключается правильный или неправильный выбор компонентов? И здесь, собственно говоря, нужно понимать о том, что есть те основы, о которых говорит в том числе Никола Тесла, что для познания нашего мира необходимо мыслить тремя категориями. Это в первую очередь, конечно, частота, энергия и вибрация. Ну, если про частоту хоть как-то более-менее кто-то что-то знает относительно, да, про энергию тоже вполне вероятно, а вот про вибрации очень мало кто понимает, о чем вообще речь идет. Но давайте не будем отвлекаться. Скажу вам от себя очень простые такие тезисы. Спектры аудиосистем очень сильно отличаются. Спектры ламповых и транзисторных систем отличаются кардинально. Это то, что вы должны усвоить. Не нужно собирать гибридные системы. Не нужно, несмотря на то, что даже производители делают такие системы и усилители гибридного типа. Но, друзья, я вам не рекомендую этим заниматься. Для полноты изучения этого вопроса вы можете погрузиться в огромное количество литературы, которая по этому поводу написана. Но я вам рекомендую посетить одну из крупнейших выставок, которые есть в Америке, в Китае, в Мюнхене, в Милане, ну и в других местах. Эти Hi-Fi, High-End выставки проходят раз в год. Если у вас будет шанс попасть на такую выставку, провести там хотя бы один день, вы все для себя поймете. Если же такой возможности у вас нет, но вы живете в крупном европейском, американском, другом азиатском городе, вы можете посетить серьезного уровня увлеченных людей, которые открыли в таких городах салоны, Hi-Fi салоны. В Санкт-Петербурге такой салон находится в Лахта Гарден Сити, это Триумф Аудио. Там работают люди действительно увлеченные, которые могут вообще показать и могут рассказать. Но самое главное показать и продемонстрировать. Так вот, друзья, выбор типа акустических систем, выбор кабелей питания. Я благодарен тем людям, которые смотрят, кстати, мой ролик про кабели питания и про кабели акустические межблочные. Я записал это эссе в спонтанном варианте, поскольку хотел все-таки, чтобы мой многолетний опыт кому-то достался. И вполне возможно, что вы зададите себе вопросы и будете дальше изучать эти вопросы и к построению вашей системы мечты. Так вот, компоненты, я уже говорил, это усилительная техника, это акустические системы, это источники, это цифроаналоговые преобразователи, это фонокорректор и прочее, прочее. Вплоть до систем контроля звука в помещении, резонансные системы, система контроля обратных акустических волн. Поэтому все это отдельные компоненты. Я не буду все перечислять в этом видео, но могу сказать, что этих компонентов гигантское количество. Так вот, неправильный выбор компонентов приводит к тому, что вы изначально идете не туда, то есть дорога идет в другую сторону. Второй пункт. Это нарушена геометрия установки системы. Ну, это можно сравнить следующим образом. Если вы занимаетесь фотографией, и, кстати, у меня есть канал «Фотоскоп», где мы обсуждаем как раз с людьми, которые увлечены фотографией, вот эти все аспекты. Это канал в Телеграме, в котором присутствуют люди, которые увлечены фотографией. Некоторые из них занимаются коммерческой фотографией, но мой канал именно для любителей фотографии, для тех, кому фотография – это просто процесс. И не просто процесс. Так вот, друзья, в фотографии, если вы неправильно выбрали ракурс, вы неправильно установили объектив, неправильно выбрали точку съемки, point of view, то вы получите искажение, очень сильное искажение, которое мешает вам адекватно воспроизводить задумку автора. За редким исключением каких-то арт-работ,
Все это приводит к тому, что фотографию неинтересно смотреть. То же самое в акустических системах. Есть определенные законы распространения звуковых волн и законы восприятия человека не только ушами, но и всем организмом. Об этом я тоже рассказываю. Так вот, нарушение геометрии установки самой системы, начиная от наушников, заканчивая акустическими системами в помещении, приводит вот к этим серьезнейшим проблемам. И это второй столб, на котором стоит, почему ваша система не играет и почему звук не цепляет. Третий пункт. Третий пункт связан с тем, что система уже какое-то время работает, так же как любой инструмент, она получает износ. Соответственно, плюс к этому механическому износу, если даже это не механическая система, она накапливает различного образа артефакты в виде статического электричества, в виде внутренних сопротивлений. Она касается, я их называю внутренние тормоза. Это включает, конечно же, различные искажения, связанные с устареванием подвесов динамиков, связанные с износом и отсутствием плотного контакта между соединителями, кабельный контакт, плюс загрязнение этих контактов, накопление статики внутри всех компонентов, включая конденсаторы, включая все элементы трансформаторного типа. То есть это то, что мешает системе дышать. Как это отражается на системе? Она теряет динамику. То есть динамический диапазон – это способность системы воспроизводить очень тихие и очень громкие звуки. А вы знаете, что есть такой интересный принцип, как кривая равной громкости, поскольку наш диапазон восприятия частот звуковых, он огромен, поэтому ввели логарифмическую вот эту шкалу, которая позволяет уместить от слушания волн, слушания ветра до громовых раскатов с огромным диапазоном. Так вот, для того, чтобы сохранить динамический диапазон и приумножить, существуют, разумеется, методы, которые позволяют очистить систему от этого вреда. По прошествии даже месяца или там года работы, это все сразу становится слышно специалисту. Разумеется, если вас интересуют эти аспекты, вы можете ко мне обратиться. Ссылка есть в описании канала. Четвертый пункт – это наличие шума в тракте. Можно сказать, что это является продолжением третьего пункта, но это немножко не так, поскольку шум в тракте может быть вызван как внешними помехами, связанными с радиоисточниками излучения, то, что передается по воздуху, так и внутренними, которые связаны с элементами питания, с элементами коммутации, ну и прочего, и прочего, и прочего. Конечно, существует система кондиционирования питания, система защиты от внешних источников, это экранирование компонентов, экранирование кабелей. Но здесь очень тонкая грань между тем, что можно навредить системе, закрыть ее динамический диапазон, наличием вот этих многочисленных экранов, или наоборот освободить ее, полет как птицы. Поэтому это очень-очень тонкая настройка. Пятый это износ компонентов тракта. И здесь мы будем говорить про иглы. Иглы имеется в виду не швейные, а иглы, которые находятся в картридже виниловых проигрывателей, подвешенных на кантиливру. То есть это, грубо говоря, сами элементы движения. Также подвержен износу лазер, как сам источник этого лазерного излучения, когерентного света, так и линзовые системы, если говорим про компакт-диски и там другое. Дальше, то, что про подвеса я говорил, износа, цифровой глаз, я упоминал об этом термине. Этот термин был введен в лаборатории в Англии, которая изучает развитие и изучение цифровых помех. Я общался с этим человеком, работаю в компании КВЭД, и способы борьбы с помехами, закрытие вот этого цифрового глаза, так называемого, который приводит к сбою цифровых устройств, ну, это отдельная тема для изучения. Особенно актуальна она сейчас, поскольку пакетная передача данных через цифровые пакеты, зашифрованные как по проводам, так и без, практически заполонили весь мир.
Конденсатор и трансформатор я упоминал. Это износ компонентов. Значит, ну и для того, чтобы немножко разбавить мой скучный сегодняшний спич, я вам могу сказать, что для того, чтобы как-то подтвердить хоть свое какое-то свой уровень знаний, я предлагаю вам перейти на мой Flickr, ссылки есть в описании, посмотреть, есть съемки различных систем, которые я и сам создавал, и, собственно говоря, которые я в том числе видел где-то, в том числе на выставке, например, в Мюнхене. Вы можете внимательно посмотреть фотографии, чтобы понимать и типы материалов, которые используются, и уровень вообще систем, которые существуют. Увидеть и сохранить. Этот термин я применяю к своему каналу, посвященный путешествиям, для того, чтобы развить свою способность восприятия этого мира. Not a tree, не дерево, человек не дерево. Этот канал, который я сейчас создал после многих лет раздумий, и все-таки я его сделал. Это канал про тех людей, которые хотят изменить отношение человека к деревьям, которые любят путешествовать и получать энергию от деревьев, живых существ. Ну и этим летом я для того, чтобы подпитать интерес к этому новому молодому каналу, я сделал такой интересный формат, простой для вас. Вы можете опубликовать в чате канала три как бы основных точки. Это место, где вы это дерево видели, дерево, которое изменило вашу жизнь, или какое-то дерево, которое вам запало в душу. Место, название дерева, если вы не знаете, можете просто описать, и какая-то краткая история. Подведя итоги в конце лета, я от себя добавлю приз, материальный приз, который позволит любым путешественникам использовать его в своих путешествиях. Уверяю вас, вам он понравится. Поэтому мы подведем итоги, исходя из вашего голосования, какие истории вам больше понравятся. Это все в моем телеграм-канале Not a Tree. Ссылка тоже есть в описании канала. Дальше, друзья. Значит, переходим к самому важному разделу. Почему звук нас не цепляет? Почему он не цепляет? Почему это было много лет назад, а теперь нет? Или почему система работала, когда была новая, а теперь нет? Или почему у друга цепляет, а у меня не цепляет? Или почему на концерте цепляет? Ну, можете дальше продолжать и продолжать. Петля восприятия связана с тем, что по мнению многих ученых, которые написали массу работ, я не буду их перечислять, большинство информации, можно так сказать, большинство данных или на ваш опыт вы приобретаете и откладываете. И наш враг, наш мозг, участвует в этом восприятии практически на 90%. Многочисленные эксперименты ученых позволили нам подтвердить, что тест слепого прослушивания – это абсолютно бесперспективное занятие, особенно если он повторяется как минимум 2 раза. Один раз услышав какую-то мелодию, один раз услышав какого-то автора или какой-то инструмент, мозг навсегда в подсознании сохраняет эту информацию. И в дальнейшем, даже если вы слышите как совершенно другой инструмент, мозг может вам подсунуть и сказать, что вот этот инструмент действительно играет. Эти эксперименты проводил и я. Производили и мои друзья, производилось в скоплении массы людей, которые не связаны с тестированием, не связаны с конструированием систем, но все подтвердили, что это действительно так. Мозг нас обманывает ужасно, друзья. Поэтому я противник того, что если вы застряли в жанровом ограничении материала, а именно этому болезни, я сказал, или феномену подвержено множество начинающих или не очень начинающих меломанов, которые застревают и слушают только рок 70-х, только металл 80-х, только типа джаз популярный, к которым относят исполнители, которые там на радио крутятся. Только техно, только эмбиент, ну и дальше по списку, только классику, только барокко, только Джачинто Шелси, ну и только Pink Floyd, только AC/DC и дальше по списку. Эта петля восприятия хоронит ваши возможности
к открытию ваших горизонтов восприятия и открытию тонкой структуры музыкального материала. Это очень плохое дело. Это лечится, могу от себя добавить. Лечится достаточно хорошо. Любая система, которая играет действительно живой звук, позволяет это вылечить за один присест. Но для этого она должна цеплять. Она должна заставить вас слушать, не отрываясь. И отличие как раз вот системы, которая цепляет, в том, что вы не можете ее выключить. Вот это самый главный принцип. Дальше. Какой же второй пункт, почему звук не цепляет? Вторым пунктом является отсутствие нового опыта в живых концертах. Если вы никогда не слышали живую трубу, как она ревет, если вы никогда не слышали, как играет большой барабан, или, например, не знаете, как звучит электронный какой-то инструмент, электрогитара, а опираетесь только на то, что есть в записях, будь то качественные записи на магнитной ленте, на пластинках, на компакт-дисках, в цифровом варианте, Hi-Res, DXD и прочее, 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 ваш опыт очень сильно ограничен. Неоднократно я слышал людей, в том числе и среди моих знакомых, которые играют на духовых инструментах, что они сами говорят, что люди, когда слушают живую трубу, некоторые перестают не имеют к ней интереса уже, поскольку это очень резкий звук, это звук громкий, это звук с большим диапазоном, ну и, собственно говоря, не всем он комфортен. Но это действительно живой звук. Поэтому посещайте, друзья, живые концерты, посещайте какие-то площадки, пусть даже со звукоусилительным трактом, но обязательно с живым. Идеальный вариант без звукоусилительного тракта. Это и как классические концерты, так и акустические концерты. Игра на инструментах. Если в ваших знакомых есть где-то какой-то музыкальный инструмент, начиная там от синтезатора, которые сейчас продаются, заканчивая просто духовыми инструментами, скрипичными, там, фортепиано и прочие гитары, возьмите в руку, даже если вы не умеете играть, просто проведите по струне, возьмите аккорд, послушайте, как это играет. Это расширит ваш опыт, и вы поймете не только, чем Fender отличает от Stratocaster, грубо говоря, да, такой, но вы сможете ощутить дыхание музыки, из чего оно состоит, из каких частей. Ну и почему бы не спеть на свадьбе, друзья? Это тоже очень помогает в расширении вашего звукового воображения, расширении вашего звукового восприятия и позволяет вам все-таки понять, почему звук не цепляет, или наоборот, найти ту систему, которая цепляет. Третий пункт, который мы продолжаем наше эссе, это сопротивление новому опыту новых систем. Это более тонкая грань, и касается она прежде всего тех людей, которые с упором отстаивающего меломана и хай-файного аудиофила и прочие отстаивают, что моя система самая лучшая, она самая правильная, а все ваши системы неправильные, они идут не туда. Это токсичные форумы, это токсичные люди, которые могут быть не совсем токсичные, но внутренний их разум не дает им осознать, что системы множественные, что характер систем разный, и что системы подстраиваются под восприятие человека, и что человек создает их сам под себя. И восприятие наше очень сильно отличается. Те, кто смотрит профессора Савельева, знают, что некоторые подполя в мозгу могут отсутствовать, в некоторые отличаются до 40 раз. Поэтому сравнивать человека, который слышит третью гармоники скрипки, с человеком, который не может гобой отличить от фортепиано, будет очень сложно, поскольку, возможно, этот человек никогда и не сможет отличить эту разницу. Поэтому говорить о том, что кабели не звучат, что серебро и медь звучат одинаково, как правило, возникают эти аспекты только тогда, когда люди не имеют возможности это воспринять. Разумеется, не всех можно обучить, не всем можно показать, что такое эшелонирование сцены, что такое макродинамика, микродинамика,
что такое вообще пространство звуковое и как можно услышать движение тел человека на сцене, движение эмоциональных составляющих, энергетических, которые передаются даже системой восприятия, системой воспроизведения. Если еще не устали, друзья, осталось немножко. 5 пункт. Неправильное время прослушивания. Ну, вы скажете, как? С утра встал, врубил музыку. Выпил вина вечером, поставил джаз. Ну, каждый сам для себя выбирает какие-то особенные способы, но о них мы поговорим чуть позже. Я имею в виду, что время прослушивания связано именно время дня, время ночи. Это связано, конечно, с тем, что система воспроизведения работает от электричества. И даже при наличии систем кондиционирования питания, даже при наличии систем, которые дискретно фильтруют каждые элементы, это дискретная фильтрация усилительного тракта, источников, ну и дополнительные системы фильтрации в акустическом тракте, такие тоже есть. Ночное время или время, когда минимальная нагрузка на транспорт, на потребителя, как правило, всегда лучше. Наши эксперименты подтвердили, что это время начинается примерно с 2 часов ночи до 5 часов утра. В разных местах мира это везде по-разному. Это тоже имеет значение. Не говоря уже про то, открыта форточка или закрыта. Ну, вы скажете, Фавионович совсем офигел уже совсем. Ну, это на самом деле не только мое мнение. Эти знания я получал от всех многочисленных меломанов, экспериментаторов по всему, не только России, но и миру, которые проводили их многократно и подтвердили. 6 пункт. Осталось всего 2 пункта, друзья. Неправильное место прослушивания. Ну, вы скажете, как же место влияет? Да влияет еще как, друзья. Есть места на нашей планете, где деревья позволяют вам услышать больше, да? Скажет Фавионович. Да нет. Ну, неправильное место прослушивания имеет быть всегда. Это не только шум, зашумленность помещения. Это не только наличие огромного количества вокруг людей, которые тормозят систему. Эти эксперименты я тоже проводил. Поэтому камерные, какой-то небольшие концерты с небольшим количеством слушателей всегда более естественно звучат. Поэтому энергетика самого исполнителя, который может завести весь зал, может превратить его в нечто грандиозное. Поэтому место прослушивания связано с энергетическими характеристиками и, конечно, с характеристиками вибраций. Я не буду глубоко погружаться, об этом можно рассказывать очень долго, но я надеюсь, что вы напишите комментарии не только здесь, но и в моем канале Telegram. 7 пункт и практически последний. Это отсутствие подготовки слушателя. Мое мнение, что самым важным компонентом любой аудиосистемы является слушатель. И не только его опыт, не только его желание, энтузиазм, как говорится, в прослушивании музыки, не только его эмоциональная подготовка, не только его психологическая подготовка, но и возможность увидеть новое. И это является ключом для того, чтобы познать, почему ваша система не играет и почему звук не цепляет. Вы не будете себе говорить, что 20 лет назад музыка была не та, музыка была хорошая, или наоборот, сейчас очень много цифровых качественных записей, тогда все не играло. Такие тоже есть мнения, но в основном они полярные. Чтобы не было у вас полярных мнений, чтобы вы понимали, что все движется, что Вселенная расширяется или сжимается, услышать, как сжимается ваше сердце, когда вы слушаете мелодию, которая вам нравится, почувствовать удовольствие, почувствовать себя живым. Именно для этого делаются Hi-Fi, High-End системы и системы музыкального воспроизведения. А на сегодня это все, друзья. С вами был Фавионович. Жду ваших комментариев. Заходите на мои каналы Telegram. И я думаю, что вы много еще узнаете интересного, если не будете пропускать. Ну и желаю вам удачных экспериментов, друзья. Пока-пока.